Друзья, всем доброго времени суток. Всем большой привет! Ну что, сегодня мы, как и обещали, идем на тот самый объект, который очень хотим вам показать. Вот мы заехали в лес. Честно говоря, дальше уже никак не проехать на машине, потому что перед этим прошел очень хороший дождь. До сих пор идет. Вот мы Да, машину до сих пор оставляем дождь. здесь. Сейчас мы немножко заснимем, наверное, дороги, Да. как мы пойдем. Мы на самом деле не совсем в курсе, где оно находится. Примерно нашли. Здесь интернет вообще не ловит. Да. Поэтому придется идти чисто интуитивно. Да, дальше мы не рискнули ехать на машине, так как мы сунулись и уже там забурились. Поэтому пойдем пешком. Да, мы сейчас на развилке И дождик пошел. Куда деваться? Что не сделаешь ради вас? Поэтому Ставьте ставьте лайки. Да. Вот сюда мы сунулись. Здесь открытое место, Да. поэтому Вот здесь вот забурились мы уже. дорога здесь немножко размытая. Кое-как выехали. Ну ничего, слава богу, выехали. Ну, выехали. И что? Пойдемте. Вперед. Надеюсь, найдем и не забудемся. Время где-то 5-й час уже, а темнеет в 6. Поэтому мы хотим успеть дойти до объекта до темноты пока. Естественно, мы дождемся ночи, чтобы поснимать Kinect-камерой. Так как, ну, вы уже понимаете, что там должно быть очень интересно. Ну все, погнали. Доброго времени суток, друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале Паранормальных блогеров. Этот выпуск будет посвящен одному очень загадочному и, по слухам, аномальному месту. Этот лес славится разного рода мистическими историями, и не только. Но самый большой интерес для нас представляет то, что находится практически в центре этого густого леса. И это озеро. Живописное озеро под жутким названием «Пропасть». Некогда огражденное по периметру колючей проволокой, остатки которой мы постараемся найти и показать вам. Также на территории озера находятся руины от каких-то сооружений. Атмосфера там очень гнетущая, и все вокруг окутано тайной и мраком. Ну а мы, как и всегда, очень хотим поделиться с вами этим местом и вместе попытаться, если не разгадать эту тайну, то хотя бы приблизиться к ней. Приятного всем просмотра! Красиво, да. Но эта красота может быть обманчива. Так, друзья, да, вот мы дошли. Фух, что-то я не пойму. Это вот та самая постройка, что ли, которую мы видели на фотках, да? Это сарай. Сарай. Это новострой, новый отдел. Ого, ого. Да. Ну, короче говоря,
сами здесь первый раз. Поэтому извините, если что. Будем вниз спускаться, потому что очень... Ну, сейчас посмотрим, там, может быть, можно. Сарай, сарай. Что-то здесь люди. Смотрим, что там внутри. Мне кажется, надо свет включить. Да, наверное, там темно. Вот это озеро. Пропасть. Да, у озера такое название Да, специфическое. говорящая такое пропасть. Жесть вообще. Интересно, сколько же у него, какая у него глубина, да? А вот, честно говоря, информации такой вообще не А нашла. потому что никто не знает. Так, свет готов. Угу. Уже. Ну, давайте посмотрим, что там. А здесь сухо. В общем, более-менее, да, там вообще сухо. Такая вот построечка. Смотрите-ка, здесь еще труба. А здесь еще печь, прикинь, здесь отапливалась. Да, походу, прикинь. Сидушка от автомобиля. Прикольно. Сидушка, да. Ага. Ну, фон здесь абсолютно спокойный. Фон спокойный, да? Да. Ой, снова здравствуйте, арахнофобы. Это не везде. Мрак. Да, интересно. Нас любят. Ну, тут читать, не перечитать все надписи. Угу. 14-15 год. Где еще тут что есть? Да ничего такого. А вот окошечко такое. Ну, какие-то даже эти руны, Хороший вид. смотри. А? Что там? Нарисовали всякие руны. Руны? А, руны, да, смотри. Да-да-да. Колдовские всякие штучки. Нет, тут спокойно. Шуточно. Они, наверное, даже не понимают, что они там написали. Это что, от очков? Точно, душка. Блин, здесь этих пауков. Ну ладно, выходим. Пойдем туда. Сейчас мы... 16.05.20. Да, вот здесь должно быть скользко. Аккуратно. Красиво здесь очень, да. Но на самом деле, да, есть такое ощущение, вот как писали, как сказать, Гнетущее. какое-то, да, ощущение, как будто за тобой следят. А теперь хотелось бы коротко рассказать о самом озере. Да, у него даже название говорит само за себя – пропасть. Интересно, почему именно такое название? Может быть, потому что оно находится в самом центре глухого леса, и вода в нем настолько темная, что напоминает бездну или провал, а точнее пропасть. А может, потому что здесь раньше пропадали дети? Знаете, некогда тут неподалеку располагался пионерский лагерь. И было несколько случаев, когда ребята убегали в этот лес и исчезали. Говорят так, что детишки из-за страшных легенд, связанных с этим озером, наспор, кто храбрее и бесстрашнее, бегали туда купаться. Но только не всегда этот спор заканчивался героической победой и присвоением звания «Первый храбрец летнего сезона». Но случалось и так, что не возвращались эти горе-герои, ныряли туда и больше не всплывали. Почему не всплывали, никто не знает, будто это озеро поглощало их в свою бездну. Говорят, что и по сей день здесь происходят трагедии. Тонут люди, которые все же не верят ни в какие истории, идут купаться и
бездна забирает их к себе навсегда. Конечно, мало таких людей, желающих испытать свою судьбу, да и вообще мало кто знает, где находится это озеро, хотя наслышаны о нем многие. Кстати говоря, после того, как участились несчастные случаи с пропажей детей, этот лагерь забросили, и сейчас от него остались лишь сплошные руины. Слушай, у меня идея. А может быть нам камеру туда опустить? А давай попробуем. А мы взяли аквабокс? Сейчас посмотрю, подожди. Друзья, если мы сейчас посмотрим, если мы взяли аквабокс, сейчас мы попробуем туда опустить камеру. Как вы на это смотрите? Фантастика, друзья, смотрите, мы только хотели камеру запустить в озеро. Посмотрите, какая радуга. Слушай, Идет дождь. И посмотрите, какая радуга. Что-то мы такое ни разу не видели. Обалдеть. Красиво-то как, а? Вот это Ух. да, я первый раз вижу такое явление. Ну да, это здорово. Это что-то реально интересное. Мы сюда пришли, и вот такая радуга, друзья. Очень яркое. Вообще красиво. Идет дождь. Эх, Обалдеть. здорово. Сейчас мы пройдемся по периметру озера. Так, там еще должна где-то остатки постройки. Да. Говорят, здесь где-то вот это вот остатки каменной кирпичной стены остались где-то. И еще мы должны найти колючую проволоку. Да, говорят, это здесь ее, мне кажется, почистили, видите, коль ходит. Проволоку-то? Не знаю. Если здесь весь периметр был огорожен, то я не думаю, что всю ее прям убрали. Где-то она должна остаться. Нет, я про это конкретно место говорю. Ну это, наверное, Да, налево, направо. по-моему, направо.
Здесь же дорога, вот мы по ней пришли. Ну, значит, сюда. А я, кажется, вижу стену. Вон она. Так, я тебе отдала электромагнитник. Нет. Нет? Нет. Смотри, этот бак. Ага. Вот стена. Так, а что же здесь такое было? Смотри, вот этот бак. Не знаю. Кстати, слушай. Если есть этот бак, значит, реально здесь проводились эти опыты. Значит, слухи-то правильные. Ну-ка, что там находится? Фу, блин, я не хочу. Слушай, а вдруг он фонит? Померь. Смотри, а вот насыпь. Здесь явно что-то было. Здесь постройка была какая-то еще. Сам по себе. Ну, видимо, включился. А что такое? Ну ладно, включился. Как он мог включиться? Его включать надо, чтобы держать кнопку. Кстати, да. Как так получилось? Или это ты такой положила? Я выключила. Даже это заснято. Да ты чё? Да. И тебе еще его отдала. Говорю, на, положи. Ну я положила, он не Ну, включенный был. Ну вот. Как же. Все чисто, да? Чисто. Пошли Ну, дальше. пока да. Мне интересно, что здесь будет ночью. Так как вся информация об этом озере и этом месте засекречена, нам удалось выяснить лишь то, что говорят местные жители, которые проживают за 10 километрами от этого леса. Разговор был с одним пожилым мужичком. Он рыбак и нередко ходил на речку, которая протекает не так далеко от этого озера, но гораздо ниже него. Итак, вот что он поведал. Место это странное. Никто вам про него точно ничего не расскажет, потому что никто не знает, что там происходило на самом деле. Это все строго засекречено. Лишь одни догадки. Но, что знаю точно, так это то, что в годах 60-х, 70-х стояли там военные, охраняли эту территорию. По периметру озера была натянута колючая проволока, а сам въезд преграждал шлагбаум. По слухам, там проводили какие-то химические опыты. Стояла каменная постройка, от которой сейчас остались лишь отголоски, а ниже располагался металлический резервуар. У обоих сооружений вместо обычных окон были установлены иллюминаторы с очень толстым стеклом, вероятно, противоударным. А на самом озере плавали понтоны, которые служили для того, чтобы скидывать радиоактивные отходы после опытов. Оно карстового происхождения и очень глубокое, настолько, что никто не знает, какая в действительности у него глубина. А что это были за опыты? Кто ж его знает? Только немногим позже, когда военные покинули территорию и ликвидировали за собой некоторые подземные сооружения, стали ходить слухи о том, что люди, в частности грибники, якобы встречали каких-то мутантов, особо не присматриваясь, убегали оттуда в ужасе. Говорят, что и по сей день эти мутанты здесь обитают. И это днем! Что же тут происходит ночью, даже представить страшно. Именно поэтому мы решили дождаться темноты и проверить, есть там что-то, или же это все просто слухи. Хотя мы прекрасно понимаем, что дыма без огня не бывает. Вот дорога идет. А вот так стояли столбы. Вот колючка. Вот она все. Ну, в общем, ее вот здесь вот она осталась. Прям много ее. Правда.
Правда, столбик, кажется, сохранился только один. Ну, более-менее. Все остальные сгнили. И колючка теперь лежит просто на земле. Я так подозреваю, это вот здесь вот, чтобы был понтон, по которому писали. Понтон? А, может быть. Слушай, ну похоже. Ого. Ого. Обрыв такой. Вот, наверное, здесь был понтон, да, скорее всего. Ну, похоже, да. Ой. Здесь вот вообще реально запнуться можно. Ночью здесь вообще опасно. Вот еще столб. Здесь даже бетонный был. Что это было? Вот слышь? Оп. Я тебе говорю, что это такое было. Я не поняла, вот откуда-то отсюда. Не знаю, что это такое. Ночью посмотрим. Смотри, это рогатина появляется там. Прям легко. Да, это рогатина. Может, конечно, какая-нибудь лягушка была, но... Нет, это не лягушка, это вообще вот оттуда был. Не знаю. Писк какой-то странный. Угу. Ну, получается, вот там были. Да. То есть вот мы сейчас на другой стороне. Озеро, в принципе, такое небольшое. Его Нет, обойти оно не маленькое. проблема, да. Ну, опасненько тут ходить. Ну да. Везде камни. Вот и я о том же, что аккуратно надо. Это что еще за звук? Смотри, вот кругом. Ага. Она. И вот Да, да. идешь, Вот идешь, она и вот так торчит. раз, ага, Очень опасно. заткнешься, и все. Вот даже, да. Прямо вот на дороге. Вот. Аккуратно, да, это опять столб, вот этот, который сгнил. Блин, опасно тут. Туда лучше не лезть. Слушай, вот давай здесь пройдем, да. Вот здесь? Да. Только аккуратно, колючку не наткнись на колючку. Аккуратно под ноги. Да уж. Опа, вот колючка, осторожно. Да, вот столбы. О, Столбы такие планы. Вот они. ну да. Где-то подгнили, тут еще целые остались. А вот, кстати, а вот и тарзанка. Тарзанка. Да, Точно, я помню эту фотку тоже. Смотрите, друзья, тарзанка. Кто-то, неужели здесь кто-то прыгал, Тань? С ума сошли люди вообще. Ну, А может, это те пионеры, которые не вернулись может быть. после прыжков? Ну, тогда мне понятно, почему. Посмотрите, Какой-то друзья. добрый человек отрезал, ну и правильно, в общем-то, сделал. Потому что, А, она привязана еще была даже? ну, вот, А, ну, смотри, видишь, наверное, раз отрезано. вот это вот. Да. Да. Ну, здесь нет никаких Видите, возмущений. друзья? Очень опасное место. Посмотри, ну вообще. А если, не дай бог, здесь же эти деревья, они старые. Ну, я не знаю, какой самоубийца с нее прыгал. Кошмар. Ну да. Здесь колючая проволока. Пойдите тут, зацепись купальником или трусами, посмотри. Жесть. Ну, видимо, кто-то, у кого отсутствует инстинкт самосохранения. Да, ну что только не нашли дети ради развлечений. Суровая советская молодежь, у которых были суровые развлечения. Да. Ну, реально, зачем его огородили? Ну вот, друзья, да, вот скажите, пожалуйста, если у вас есть какие-то идеи, вот почему оно было огорожено? Я, конечно, все могу понять, но... Сколько мы
всякой информации перечитали, Ну она да. везде разнится. Да никто и не говорит. Вот даже кто и знал о том, что здесь что-то было, даже они не могут сказать точно, что здесь было. Ну, информация полностью скрыта. Вот смотрите, вот серьезно, да? Лес. То есть просто, ну, вот такой вот непролазный лес. Вот у меня еще здесь более-менее Вот здесь вот, да. Посередине озера непонятного происхождения. Карстовое, да, ну какое-то, говорят, да, то есть поэтому карстового его происхождения. и назвали пропасть из-за того, что Неизвестно, да. какая глубина. Ну да. Вот. И вдруг приезжают сюда военные, поселяются здесь. Я так понимаю, строят какие-то непонятные сооружения, бункеры и прочее. Огораживают это озеро колючей проволокой, ставят шлагбаум. И что-то здесь происходит. А после заметают практически все за собой следы, ну я имею в виду в плане вот этих вот сооружений. То есть все сносят и все. И больше ничего не известно. По поводу мутантов я не знаю, честно говоря, конечно, и верю, и не верю. Потому как если здесь проводились какие-то дикие опыты, да, За я мной вижу. лучше не ходи. Не, зачем, я вижу. Да, Сама аккуратно. То вполне возможно, что-то здесь такое было. Ты не помнишь, по поводу каких мутантов говорили? Здесь, короче говоря, друзья, встречали каких-то странных собак. Или не собак, но животные какие-то. Животные, может и не животные, в общем, полуживотные, полу какой-то... Двухголовую лягушку. А, еще лягушку двухголовую какую-то, да. Нет, еще животные, вот, которые страшные были, типа... Вот это, мол, было, это видели. Причем там многие говорят, причем одну и ту же информацию говорят, что якобы, ну, одних и тех же мутантов встречали. Вот. Так что, если честно, немножко, не знаю. Но я говорю тебе, фиг знает вообще, чем они тут занимались, какими опытами. Ну вот меня больше всего смущает, что они все перегородили. Вот и меня это смущает. Видите, вот все по периметру. Что это? Вот это. Что за яма? Что-то здесь было, значит. Ну да. Темнеет. Как всегда, одни вопросы, никаких ответов. Нет никаких ответов вообще. Ну, фон вообще нигде ничего не Фон по нолям? вообще все по нолям. Ты достань свою камеру, поснимай. Здесь прям хорошо сохранившийся фрагмент. Ух ты, да, давай посмотрим вот это вот. Вот я вам покажу прям. Посмотрите. Меня просто не видно будет, понимаешь? Естественно, мы все пофоткаем. Чё тихо? Не, ну конечно, ночью уже интереснее будет. Ну вот и я тоже. Здесь еще неподалеку есть тот самый лагерь заброшенный. Ну, точнее, лагеря там, от лагеря там ничего не осталось. Одни развалины. Ну, я просто хочу сказать, там, наверное, и делать нечего. Вряд ли там что-то есть интересное. Тем более ходить по руинам. Нет, если вы, конечно, хотите. Ну, если хотите, ставьте лайки, мы сходим туда. Осторожно. Вот видишь, Вот, я даже не друзья. знаю, где она. Вот она. Из-за этого, Ходи за мной лучше тогда. да, из-за этого здесь и опасно Вот отсюда ходить. лучше обойди, да. Я тебе говорю, достань свет. Без света здесь темно уже, не видно. Если вам интересно, Не поняла? что было что-то, Привет, лампы. не знаю. А чё Если вам интересно, ставьте лайки, и мы сходим в тот лагерь, покажем вам его. В принципе, это возможно сделать, если хотите. А
что это было? Здесь даже аккумулятор. А что было? А я не знаю, здесь почему-то поле взлетело. В смысле, поле? Вот видите, я сказала же, темнеть начало, и все. Посмотри, вот. Он даже без Аккумулятора аккумулятора. нет? Я доставала вот так вот, провела. Я еще думала, может от него. Но него. нет, он не фонит, потому что мы его проверяли. А почему взлетело-то резко? А Я что тебе было-то? говорю. Здесь... Смотри. А Что это чё, такое было? я не вижу ничего. Электрическое поле. А здесь разве электрика есть? Какая электрика здесь? Что? Ничего не поняла вообще. А что за фигня была? Значит, здесь место такое. Здесь Нет, вообще просто ничего. темнеет. Нам нужно дойти до туда, Тань. Пойдем. Да, сейчас я Значит, вставлю. сейчас только. темнеет, мы не найдем это место, а потом тупо не выберемся отсюда. Ну вот, как я и предполагала, что днем здесь тихо, а ночью, если уж здесь что-то и было, то отголосочки-то все равно остались. Наверняка. И как я уже сказала, дыма без огня не бывает. Что это? А вот тут. Что это за рогатина? Здесь типа пикник, что ли, был у кого-то? Смотри, лопата. Обалдеть. Это ведь еще старая лопата с тех времен. С тех Ну, времен, здесь, да, наверное, здесь местно. вертел делали. Вертел. И кого, пардон, вертели? Да. Ладно. Не знаю. Сюда ходит ловить рыбу. Чего стоит это? Вот разве стоит вот сюда, вот в такую даль? Ну, во-первых, такую даль. Я вообще не представляю, может, здесь где-то еще какие-то есть дороги. Но в любом случае, тут самая ближайшая деревня в 10 километрах. Ну и вообще. А, тут санаторий не так далеко есть. Возможно, санатория на рыбалку сюда ходит. Но там и ближе есть, там Казанка. Там вообще-то Казанка. Да. Что сюда-то? Там еще рядом озеро, которое конкретно питается от Казанки. А вот это вот оно само по себе. А, это само по себе, да, вот это и странно. Но в любом Так, случае, осторожно, здесь тоже может да. быть отстой. Но в любом случае, мне знаешь, что удивительно, почему сюда ходят, да, вот здесь вот проволока. А, неужели, мне кажется, уже эту историю, кто здесь был, ну, что наверняка слышали. И даже если там не верят в какие-то мистические, ну, в какую-то мистическую сторону, да, то в любом случае вот эта не мистическая сторона в плане того, что здесь какие-то радиоактивные отходы сбрасывали. Неужели это не останавливает рыбаков, например? Лет распадается. Да мы столько Да. не живем. Да, ну в любом случае за тот период времени, как вот это вот все забросили, еще столько времени-то не прошло. Я не знаю, мне кажется, здесь в 60-х, в 70-х забросили. Максимум 80-х. Да, вот там прямо под ногами она, вот она идет. Аккуратно. Да, уж здесь. Вот еще. Но вот посмотрите, друзья, да, вот что самое интересное, огорожено вот конкретно озеро. Больше здесь ничего нет, только озеро. Это птичка, наверное. Гул? Да. Не знаю, не слышала. Мы сейчас придем к этому месту, сядем и послушаем там, здесь аккуратно. Вот она прям, видишь, торчит прямо на пути. Опа, осторожно, вот прям. Здесь, блин, вообще, наверное, мы прям идем, можно сказать, по этой проволоке. Слышала? Слышала? Что? Он кого-то стреляет. Знаешь, у меня тут сумка задевающая.
Вот. Ага. Прозвучало 2 выстрела. Больше не было. Но кто мог стрелять в это время, в лесу, практически ночью? Но дальше мы услышали вообще непонятные звуки. Если кто-то из вас, дорогие наши друзья, в курсе, кто это мог быть, напишите, пожалуйста. А то мы грешным делом уже подумали, может, такие звуки издает мутант? Сейчас мы подготовимся и включимся. В общем, вы слышите это? Это не собака. Может, это птица какая-то? Нет. Это не собака. А может, это самая собака? Мутант? Так нет. В общем, мы сейчас проводим эксперименты, пишем на диктофон и валим отсюда. Капец. Это явно не собака. Нет, не собака. Не знаю, кто это. Но они переговариваются между собой, слышишь? С одной стороны слышно, с другой. В общем, друзья, сейчас мы поснимаем на Kinect, а потом запишем на диктофон. Мы нашли и прослушали практически все звуки, которые могут издавать те животные и птицы, что обитают в нашем регионе. И пришли к выводу, что животные сразу отметаются, так как нет таких, которые издают такой звук, похожий на лай. А что касается птиц, тоже нет, разве что филин, но очень маловероятно. Отсвечивает, не видно. Пока чисто. Ну, пока да, ничего. Смотри, звуки пропали, куда-то они ушли. Ага. Может, шокеры испугались. Угу. Угу. Здесь только вот в этом пределе.
Ну, то есть, если есть, как бы, оно, конечно же, определит. Пойдем диктофон писать. И будем выбираться, а то мы здесь точно заблудимся ночью. Я даже не помню, как мы шли-то, блин. В общем, как вы поняли, на Kinect камеру ничего не получилось заснять. Ну, по крайней мере, она никого не поймала. Ощущения на самом деле здесь не очень приятные. Ну, жутко. Плюс еще вот такой дремучий лес и с такими слухами. Давайте мы сейчас еще попробуем снять на диктофон. Попробуем, может быть, что-то получится услышать на диктофоне. И, конечно же, сделаем фотографии. Так, мы все собрались, уходим и по дороге сейчас будем фоткать. Ну и, наверное, немножечко заснимем обратной дороги. Правда, уже вообще очень темно стало. В общем, мы уходим. Так, да, вот сюда нам направо. Озеро вообще не видно уже. Темное, темное. Да. Фотка пока, да. Кто? Орб? Ничего себе. Ха. Ничего себе. В итоге. А почему так тихо тогда? Вот серьезно. И я тоже чувствую, что здесь очень странная атмосфера. Тревожности есть. Впрочем, вот когда мы выходили сюда на эту поляну, оно было. Есть, есть. И орбы есть, видишь? Посмотрим на диктофоне, что получилось. Но почему-то Kinect не показала ничего, да? А ты заметь, какая тишина сейчас? Да. Вот именно это нас напрягало больше всего. Тишина. Просто гробовая тишина. Она настала в тот момент, как мы пошли обратно, и длилась всю дорогу, пока мы не подошли к машине. Жалко, конечно, что мы не сходили к лагерю. Ну, кстати, есть идея в плане... Ну, если вдруг мы соберем достаточное количество лайков, в количестве, допустим, 100, да, мы туда можем сходить запросто. Провести также наши эксперименты. Ну да. То есть все вполне возможно. Ну и показать все, что осталось. Почему бы и нет.
Так что, ребятки, если хотите, пожалуйста, ждем 100 ваш... лайков. Да, 100 лайков, ждем вашей ответной реакции. Спасибо всем тем, кто принимает уже активное участие. Ребяточки, мы вас очень любим, вы молодцы большие. И Вот. скоро объявим один конкурс. Об этом чуть попозже. Да, подробно. об этом попозже, потому что мы будем делать разбор и обязательно все объявим. Так что никуда не уходите, обязательно оставайтесь с нами. Много интересного будет, нового. Тихо здесь, да. Очень тихо. Поэтому немножко жутковато, поэтому. Вот развилка где-то. Где? Точно. О, посмотрите на это, друзья. Ну его нахер. Ну. Мне кажется, здесь шлагбаум был. Шлагбаум был. Да. Здесь? Нет, разве? Не знаю. Ничего, не знаю. Так, я пока выключусь. Слышала? Это дети орут. Это ребенок сейчас кричал. Ну, похоже так. Посмотри. Ага. Слышала? Да. Дети орут. Это ребенок сейчас кричал. Блин. Ты что меня пугаешь-то? Я тебе говорю, я слышу. Я надеюсь, эта камера записала. Ну, моя писала. Блин, у меня аж мурашки, Ладно, капец. потом посмотрим. Я тебе отвечаю, крик ребенка я слышала. На камере, конечно, посмотрим, но не дай бог это реально кто-то заблудился. Это постоять, послушать. Короче, друзья, мы сейчас постоим немножко, разгрузимся, да, и послушаем немножко, постоим. А то мало ли действительно, где ребенок заблудился. Слышала? 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 Так, Что поговорить? вот решили все-таки заснять наш обратный путь. Да, мы, короче, постояли сейчас, послушали. Но больше криков не было. Но это был явный крик. Я думала, я одна услышала. Таня тоже, говорит, слышала. Да сюда не направляйтесь, все равно не видно нас. Ладно, да. Так что я не знаю, Тань. Ты тоже прям четко слышала, да? Да. Ну что, мы наконец-таки выбрались из этого леса. Ну, впечатления, конечно, такие. Двоякие. Да, эти крики странные. Ну, мы посмотрим, все разберем обязательно. Что там у нас на камере вообще слышно, не Я очень слышно. надеюсь, что там слышно, да. Снимал. Твоя тоже же Моя снимал, тоже да? снимала, да. Ну вот у нас есть две камеры, с которых можно будет разобрать этот звук и понять хотя бы, что он из себя представляет. Мне послышался человеческий, детский голос. Ага. Я не поняла, честно, я не поняла, что за И звук. поэтому прям мурашки по спине побежали. Мгм. Ну что, поедем мы домой разбирать и монтировать это видео. А вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Тем, кто подписался, мы вас обожаем. Вы у нас лучшие. Мы вас очень любим. Да, Всем большой привет, всех обнимаем. И спасибо большое за просмотр. да. Огромное вам спасибо. Но самое интересное, конечно же, будет в конце.
Поэтому слушаем и пишем комментарии. Обязательно пишем комментарии. И подписываемся на наш канал. Подписывайтесь обязательно. Вот здесь пара нормальных блогеров. Всем пока. Пока.